Предсказывать будущее всегда было непростой задачей. История показывает, что даже самые уверенные прогнозы нередко рушатся под влиянием неожиданных событий, будь то технологические прорывы, экономические кризисы или глобальные конфликты. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится частью повседневной жизни, а самые очевидные сценарии иногда так и не сбываются. Тем не менее, у человечества есть мощные инструменты для понимания возможного будущего. Мы можем анализировать текущие тенденции: развитие искусственного интеллекта, изменение климата, рост населения, освоение космоса. Эти процессы уже происходят, и, наблюдая за ними, можно делать достаточно обоснованные предположения о том, куда движется мир. Сегодня, в середине 2020-х годов, мы находимся в точке, где скорость изменений становится особенно высокой. Технологии развиваются быстрее, чем когда-либо прежде, границы между странами и культурами постепенно размываются, а глобальные проблемы требуют совместных решений. Все это делает ближайшие десятилетия особенно важными. Учитывая это, давайте попробуем заглянуть вперед от сегодняшнего дня до конца 21 века и представить, какие события и изменения, скорее всего, ждут человечество на этом пути. Ближайшее будущее – 2026-2040 годы. В ближайшие годы мир продолжит меняться с нарастающей скоростью, и многие процессы, которые уже начались сегодня, станут определяющими для будущего человечества. В политической сфере можно ожидать постепенное изменение глобального баланса сил. Традиционные центры влияния будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны новых экономик. Некоторые международные союзы могут ослабевать, тогда как другие — формироваться заново, отражая новые интересы государств. Также вероятно усиление региональных конфликтов и одновременно попытки создать более устойчивые системы международного сотрудничества. Технологии в этот период станут неотъемлемой частью повседневной жизни практически каждого человека. Искусственный интеллект выйдет за пределы узкоспециализированных задач и начнет активно использоваться в образовании, медицине, транспорте и управлении городами. Многие профессии изменятся или исчезнут, а на их месте появятся новые, требующие совершенно иных навыков. Автоматизация станет нормой во многих отраслях, от промышленности до сферы услуг. Медицина сделает значительный шаг вперед благодаря развитию биотехнологий. Лечение станет более персонализированным. Врачи смогут подбирать терапию на основе генетических особенностей каждого человека. Раннее выявление заболеваний существенно повысится, а некоторые болезни, которые сегодня считаются тяжелыми, могут стать полностью излечимыми или контролируемыми. Города начнут активно трансформироваться в так называемые умные системы. Транспорт, энергетика и коммунальные службы будут управляться с помощью цифровых технологий, что повысит эффективность и снизит нагрузку на окружающую среду. Высокоскоростные виды транспорта станут более доступными, а перемещение между крупными городами значительно ускорится. В космической сфере начнется переход от экспериментальных миссий к более устойчивому присутствию человека за пределами Земли. Будут созданы первые долговременные базы на Луне, которые станут платформой для дальнейшего освоения космоса. Одновременно продолжится подготовка к регулярным пилотируемым миссиям на Марс, которые могут стать следующим крупным шагом в истории человечества. Таким образом, период с 2026 по 2040 годы станет временем интенсивных изменений, закладывающих основу для еще более глубоких преобразований во второй половине века. Прорывы и экспансия. 2040-2060 годы. К середине века человечество начнет переходить от этапа активного развития технологий к их глубокой интеграции в повседневную жизнь и расширению своего присутствия за пределами Земли. В космической сфере этот период может стать по-настоящему историческим. Если в предыдущие десятилетия велась подготовка, то теперь она даст реальные результаты. На Марсе, вероятно, появятся первые постоянные поселения, состоящие из ученых, инженеров и специалистов различных областей. Эти базы будут постепенно расширяться, превращаясь из временных исследовательских станций в более устойчивые и частично автономные колонии. Параллельно может начаться добыча ресурсов в космосе, например, на астероидах
астероидах, что откроет новые возможности для экономики и снизит нагрузку на ресурсы Земли. Технологический прогресс в этот период достигнет нового уровня. Искусственный интеллект приблизится к человеческому уровню мышления или даже превзойдет его в ряде задач. Он станет не просто инструментом, а полноценным участником многих процессов, от научных исследований до управления сложными системами. Это приведет к ускорению открытий и изобретений, которые ранее требовали десятилетий. Одновременно начнется более тесное взаимодействие человека и технологий. Развитие нейроинтерфейсов позволит напрямую связывать мозг с цифровыми системами, что изменит способы общения, обучения и работы. Люди смогут быстрее обрабатывать информацию, а граница между биологическим и цифровым станет менее четкой. Экономика также претерпит серьезные изменения. Многие традиционные профессии исчезнут или станут редкими, поскольку их заменят автоматизированные системы. В ответ на это государства могут внедрять новые модели социальной поддержки, такие как базовый доход, чтобы обеспечить стабильность общества. Работа станет менее связанной с выживанием и больше с самореализацией и творчеством. Кроме того, глобальная экономика может выйти за пределы Земли. Космическая промышленность. От строительства инфраструктуры до добычи ресурсов станет отдельной и быстро растущей отраслью. Это создаст новые рынки и изменит представление о границах экономического пространства. Таким образом, период с 2040 по 2060 годы станет временем, когда человечество не только радикально преобразует свою жизнь на Земле, но и начнет по-настоящему осваивать космос, открывая новую эпоху в своей истории. Глобальные изменения. 2060-2080 годы. К этому периоду накопленные изменения начнут проявляться особенно ярко, затрагивая не только технологии и экономику, но и саму структуру жизни на планете. Одной из ключевых тем станет климат. Последствия глобального потепления станут более ощутимыми и в ряде регионов необратимыми. Повышение уровня Мирового океана приведет к затоплению прибрежных территорий, а экстремальные погодные явления, такие как засухи, ураганы и аномальная жара, будут происходить чаще. Это вынудит миллионы людей покидать свои дома и переселяться в более благоприятные регионы, что приведет к масштабным миграционным процессам. Ресурсы станут одной из главных проблем человечества. В некоторых частях мира может ощущаться острая нехватка пресной воды и продовольствия. В ответ на это будут активно развиваться технологии опреснения воды, вертикального сельского хозяйства и синтетического производства пищи. Энергетика, скорее всего, к этому времени почти полностью перейдет на возобновляемые источники, а использование ископаемого топлива станет редким исключением. Города продолжат расти и трансформироваться. Большая часть населения Земли будет жить в мегаполисах, которые станут высокотехнологичными экосистемами. Такие города будут управляться с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов, транспорта и энергии. При этом разрыв между развитыми и менее развитыми регионами может как сократиться благодаря технологиям, так и усилиться из-за неравного доступа к ним. Общество также изменится. Средняя продолжительность жизни значительно увеличится благодаря достижениям медицины, а качество жизни пожилых людей улучшится. Это приведет к изменению структуры населения и, возможно, к пересмотру привычных этапов жизни – образования, работы и выхода на пенсию. Культурные и социальные границы станут более размытыми, люди будут чаще взаимодействовать в глобальном цифровом пространстве, а национальная идентичность может частично уступить место более гибким формам самоопределения. Одновременно могут возникать новые формы напряженности, связанные с доступом к технологиям и ресурсам. Таким образом, период с 2060 по 2080 годы станет временем серьезных испытаний и адаптации. Человечеству придется не только справляться с последствиями прежних решений, но и искать новые пути сосуществования с изменившейся планетой. Радикальные трансформации 2080-2100 годы. К концу 21 века человечество может вступить в этап, который будет кардинально отличаться от всей предыдущей истории. Изменения затронут не только технологии и общество, но и саму природу человека. Одним из главных факторов станет развитие искусственного интеллекта. К этому времени он, вероятно, достигнет уровня, значительно превосходящего человеческий разум в большинстве областей.
Такие системы смогут самостоятельно проводить научные исследования, разрабатывать новые технологии и управлять сложнейшими глобальными процессами. Это может привести к так называемой технологической сингулярности, моменту, после которого развитие станет практически непредсказуемым. Граница между человеком и машиной начнет постепенно исчезать. Технологии позволят интегрировать цифровые системы непосредственно в человеческое тело и мозг. Люди смогут усиливать свои когнитивные способности, память и восприятие. Возможно появление так называемых улучшенных людей, что поставит перед обществом новые этические и социальные вопросы. Продолжительность жизни значительно увеличится. Благодаря достижениям медицины и биотехнологий, многие возрастные заболевания будут побеждены или взяты под контроль. Некоторые ученые предполагают, что станет возможным существенное замедление старения, а возможно и его частичная обратимость. Это изменит само понимание жизни, времени и человеческого существования. Космическая экспансия к этому моменту выйдет на новый уровень. Поселения на Марсе станут самодостаточными, а возможно появление колоний и на других небесных телах. Человечество начнет рассматривать себя не только как вид, привязанный к Земле, но как межпланетную цивилизацию. Также могут начаться первые реальные попытки межзвездных путешествий, пусть и в автоматическом или ограниченном формате. Экономика и общественные структуры претерпят фундаментальные изменения. При высоком уровне автоматизации производство большинства товаров и услуг может требовать минимального участия человека. Это приведет к формированию новых моделей общества, в которых работа перестанет быть центральной частью жизни. Люди смогут больше времени посвящать творчеству, развитию и исследованию. Однако вместе с возможностями появятся и новые риски. Усиление неравенства между теми, кто имеет доступ к передовым технологиям, и теми, кто его лишен, может стать серьезной проблемой. Также останутся вопросы контроля над сверхразумным искусственным интеллектом и его влияния на судьбу человечества. Таким образом, период с 2080 по 2100 годы может стать временем, когда человечество окончательно выйдет за рамки привычного понимания себя и своего места во Вселенной, вступив в новую, неизвестную эпоху. Подходя к рубежу 2100 года, становится ясно, что будущее нельзя рассматривать как нечто заранее определенное. Все описанные изменения от освоения космоса до появления сверхразумного искусственного интеллекта являются лишь возможными сценариями, основанными на текущих тенденциях и знаниях. С одной стороны, человечество получает беспрецедентные возможности. Технологии способны избавить людей от тяжелого труда, продлить жизнь, открыть доступ к новым мирам и радикально расширить границы познания. Мир будущего может стать более удобным, безопасным и насыщенным возможностями для самореализации. С другой стороны, эти же достижения несут в себе серьезные риски, вопросы контроля над технологиями, неравенства, экологических последствий и смысла человеческого существования могут стать главными вызовами нового времени. Будущее может оказаться как эпохой расцвета, так и периодом глубоких кризисов. Главная мысль заключается в том, что направление развития зависит не только от технологий, но и от решений, которые принимаются сегодня. Именно нынешние поколения формируют основу того мира, в котором будут жить люди в конце 21 века. Поэтому будущее — это не просто то, что произойдет само по себе. Это результат выбора, действий и ответственности. И чем раньше человечество осознает это, тем больше шансов, что 2100 год станет не точкой кризиса, а началом новой, более зрелой и гармоничной эпохи. А как ты представляешь будущее? Что, по твоему мнению, ждет человечество через десятки лет? Технологии, кризис или новый этап развития? Обязательно напиши свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать разные точки зрения. И если тебе понравилось это видео, не забудь поддержать его. Поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.